Распаковка. Shall we begin? Let's begin now. Let's begin now. This is not a drill. Repeat, this is not a drill. Вот он, красавец. После первой каталки все в грязи было, пришлось его помыть. Так, куда он собрался ехать? Падать, что ли? Короче, докладываю. Настроил, накачал. Пару дней были дожди. Сегодня вроде как тоже был, но, короче, местами, видите, мокро, местами сухо. В общем, выехал. По своей стандартной трассе проехал. Что могу сказать? Стандартная трасса у меня занимает где-то 50-60 минут. Иногда 55 минут, иногда, там, если быстро ехать, 50. Сегодня было мокро. И первый раз я на нем ехал, привыкал пока. И 2 раза остановился, маленькие остановки по где-то 1,5 минуты. Но даже с учетом этого я ее проехал за 31 минуту. То есть вместо 55 минут или 60 по сухому, я ее по мокрому проехал за 31 минуту. Ощущение прикольное, как будто кто-то в спину толкает, но иногда в горку приходится упираться. То есть он не сильно помогает. И из-за того, что у него другой центр тяжести, пришлось пару раз даже спрыгивать, потому что равновесие не удерживал. То есть пытался там компенсировать наклонами. И колени в бок, но выводил, но как бы пару раз спрыгнул, потому что пока к центру тяжести не привык. Ну, как бы режимы, понятно, подталкивает спину. То есть, что заметил интересного? Та трасса, где я раньше ехал, и где я раньше упирался, какие-то участки были в горку, и где я ехал медленно и уставал, сейчас проезжаешь быстро. Из-за этого все, трасса кажется по-другому. То есть, на электробайке ты постоянно едешь быстрее, чем обычно, и от этого больше удовольствия. То есть общая скорость катания возрастает. Соответственно, там, где ты раньше тошнил, ехал чуть-чуть в горку там, и какие-то камешки были, то есть ты, грубо говоря, просто пер в гору, сейчас ты летишь по этим камешкам, получая удовольствие, там какие-то мини-кочки и так далее. Вот. Но вот самое мое сложное место, где я по сухому на обычном велике заезжаю 3 раза из 10. Сегодня я там не заехал, причем пытался 2 раза, не заехал, но скользко, то есть проскальзывают колеса на камнях, на корнях, и
и как бы завалишься в сторону. Но это уже произошло почти в самом верху этого участка. То есть уверен, что по сухому я бы просто залетел туда. Что я попробую заснять в следующий раз. То есть досниму это видео. Вот эти режимы разные надо как бы поднастроить будет, чтобы на режиме Boost, это самый типа крутой режим, чтобы он еще сильнее толкал. Я не знаю, там есть программа, ты ее коннектишь, смартфоновская, короче, на смартфон скачал. Ты ее коннектишь, там эти режимы можно настраивать. По-моему, у меня стоял режим Boost на 70%, я бы сейчас на 90% поставил. То есть он бы тогда вообще выталкивал наверх. Очень круто. То есть практически в 2 раза я улучшил скорость на вот этой стандартной трассе своей. Вот. Соответственно, можно катать дальше. Ну, не то, что 2 раза ее проезжать, допустим, а просто дальше уезжать, позволять себе дальше уехать за то же время и получать больше удовольствия. Вот пока так. Досниму видео, когда будет сухо. Let's begin now. What up? Раненый велосипед. Короче, сегодня была очередная покатушка, проба, скажем так. Настроил немножко режим, и ввел, валит просто, ну, невероятно. То есть я заезжал туда, куда как бы не мог даже подумать заехать можно. То есть иногда даже вверх толкался, скользко было, а вел заезжает просто. Короче, другой уровень катания, другой уровень возможностей, просто супер. Но где-то ближе ближе уже, ну, 2/3 откатал уже, в общем, короче, можно домой ехать. Все течет. Чувствую, после такого большого спуска, сильного, прям нормальный даунхилл. Короче, чувствую, что-то не то. Потом раз, заднее колесо спущено. Смотрю, шипит, короче. Я его начал подкачивать и ехать. Ну, раз 5, в общем, так делал. И несся домой на режиме Boost, чтобы быстрее все произошло. Короче, приехал домой, нашел, вижу, значит, вот здесь болт торчит. Я его начал выкручивать, а он, оказывается, вот такой был и еще повернутый. То есть он здесь вошел и вот здесь вышел. То есть он вот такой был. Вот такой. Короче, я его выкрутил, дырка гигантская, все вытекло нах. Ну, буду чинить. Но вел рулит. Катал 2 часа. То есть 3 еще осталось. Очень круто, очень круто. То есть за то же время ты проезжаешь даже не в 2, а там, не знаю, в 3, в 4 раза больше и быстрее, и медленнее устаешь. То есть ты себе позволяешь, короче, то, что раньше просто бы ты бы туда не поехал, просто неинтересно было бы. Да? То есть было бы тяжело, ты зачем? А нафига туда ехать? Типа объеду. Ты можешь ехать и не напрягаться. То есть можно заезжать в такие места, куда бы раньше даже не подумал. То есть тупо я ехал по полю с травой сегодня. То есть оно все в кочках, да? И если там ехать без, ну, на обычном велике, ты будешь еле ползтись по этим кочкам вверх, вниз, вверх, вниз. А этот наваливает просто, блядь. Просто по полю, короче, едет. Ну, класс. Вот такие вот пироги. Ладно, может, что-нибудь потом еще наснимаю, но пока восторг. И хочется кататься. То есть, если раньше у меня вел стоял, я раз в неделю его брал, в лучшем случае думаю, опять туда поеду, там 3 маршрута, короче. На гору заеду, там, типа, воды попью и поеду дальше. То есть, теперь ты на эту гору залетаешь и вниз, и
И на следующий еще 4-5 можешь заехать. То есть на другой уровень катания. Все, пока.